ожидании солнечных дней прошла большая часть этой бесснежной зимы. Обычно зимой мы стараемся выбраться пару раз на прогулки, потому что, не только же летом гулять по Москве, тем более, что я, например, значительно больше люблю зимние прогулки, потому что никакая листва не мешает рассматриванию архитектуры. В первой половине дня у меня была экскурсия по Донскому монастырю. Маруся скомандовала на выход, потому что еще неизвестно, когда над Москвой будет такое невероятное безоблачное небо. Поэтому мы сегодня приглашаем вас на абсолютно ни к чему не обязывающую прогулку по Сивцеву-Бражку. Я совершенно не буду загружать вас многочисленными подробностями жизни этого удивительного переулка, а мы прогуляемся по нему так, как мы каждый день по нему ходим, потому что именно по этому переулку и пролегает наша с Марусей обыденная жизнь. Но видите, я уже сдала все явки и пароли, был замысел спросить у вас, где мы находимся, потому что по этому Брандмауэру, в общем-то, известного и нарядного дома архитектора Алтаржевского, который выходит на Сивцев-Пражек, а мы с Марусей уже не делаем все как по правилам, мы пойдем с конца в начало этого переулка, поэтому Брандмауэру точно совершенно не узнать этот нарядный дом. Но идея была, что я поворачиваюсь, и тут уж вы непременно определите мою геолокацию, потому что за моей спиной одна из сталинских высоток, здание Министерства иностранных дел. Помните, это наш с вами общий подарок любимому городу к 800-летию Москвы. Мне кажется, не будет преувеличением назвать здание Министерства иностранных дел таким Александрийским маяком переулков Арбата и зданием, которое во многом после постройки 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, наверное, до сих пор в некотором смысле определяет жизнь и Сивцева-Вражка, и переулков, по которым мы с вами вот уже несколько лет гуляем. Потому что Министерство иностранных дел, это значит, что здесь много посольств, много резиденций иностранных послов, много консульств, много проезжает автомобилей под всякими иностранными флагами. А когда вы видите машину под флагом на улицах Москвы, это значит, что посол какого-то иностранного государства поехал по делам или, наоборот, возвращается домой. В общем, наш сегодняшний герой, переулок Сивцев-Пражек, начинается с министерского здания. Оно совершенно огромно, и прямо перед ним, прямо у его подножия, находятся два особняка. Один под номером 45 мы с вами хорошо видим, и в документах, которые находятся в открытом доступе, мы с вами читаем, что это часть городской усадьбы, причем, скорее всего, третьей четверти XVIII века. То есть можно предположить, что здесь от угла, двигаясь к доходному дому, который украсил переулок уже в начале XX века, находилась старинная московская усадьба. Это ее часть. По тому, что это здание древнее, имеет древнее зерно, мы можем угадать и можем определить по окнам, которые практически вросли уже в московскую мостовую. Это совсем даже не приямок, это вполне себе могло быть такое вот окно, практически первого этажа. И этот дом, а точнее то, что сохранилось в его фундаменте, помнит Москву прежнюю, помнит Москву века XVIII, помнит Москву, еще не сгоревшую в наполеоновском пожаре. А именно Арбат, как, собственно, и многие улицы, но Арбат он здесь неподалеку, стал, в общем, таким трагическим героем наполеоновского пожара, потому что Наполеон Бонапарт едва не задохнулся именно в пожаре здесь, на Арбате. И много других эпизодов. Пьер Безухов, который мечется здесь в надежде убить Наполеона и так далее. Этот дом помнит допожарные времена. Когда мы говорим допожарные времена относительно Москвы, то, конечно, имеем в виду, еще раз повторю, пожар 1812 года.
Ну, что вам сказать, без особой любви, трепета и пиетета подошли нынешние владельцы к этому зданию, да, потому что вот такой глянцевый искусственный камень, имитирующий мрамор, любое, даже самое благородное, самое изысканное здание превращает в подобие турецкой гостиницы второго или третьего ряда. Но зато здесь окошки совершенно замечательно украсили нынешние владельцы вход. И здесь, сейчас мы так с вами волюнтаристски откроем дверь, потому что этот дом, а здесь сейчас гостиница, содержит подробность, которую точно совершенно не замечают арбатские прохожие. Здесь ради этой подробности оставлено даже окошко, и мы с вами, открыв дверь... Здравствуйте. А мы можно вашу печку посмотрим? Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Мы с вами спускаемся в московский XVIII век. Можете себе представить. Естественно, здесь совсем мало что об этом напоминает. Но вот что значит ответственные люди, которые занимают исторические особняки, проводя реставрацию, была обнаружена печь. Обратите внимание, здесь она не воссоздана, она была в руинированном состоянии, было принято решение ее в этом состоянии и законсервировать. Вот это, на мой взгляд, абсолютно блестящее решение, когда мы не пытаемся изобразить то, что мы изобразить уже не можем, а найдя вот такие подробности, мы даем возможность в данном случае жильцам этой гостиницы прикоснуться к истории в прямом и переносном смысле. Видите, здесь очищенные кирпичи, здесь оставлены там разные какие-то гвоздики и так далее. И очень трогательно здесь была какая-то ниша. Я в такой нише непременно искала клад. А посмотрите, здесь как здорово и деликатно в этой нише поставили, ну, пусть, да, такую стилизованную, но керосиновую лампу. Здесь, видишь, тоже был такой вход. Здесь явно было, да, что-то такое. Мы находим следы штукатурки. Гуляя по Москве, непременно пытайтесь заглядывать в окна, если вдруг такая возможность есть. И помимо керосиновой лампы, смотрите, как здорово. Здесь швейная машинка, здесь еще какая-то лампа, утюг. Замечательные совершенно чемоданы. В этом чемодане не просто так положены книги. Здесь «Воскресенье» Льва Николаевича Толстого. И Лев Николаевич в юные годы живет здесь, на Сивцевом Вражке. Я надеюсь, что мы до его дома дойдем. Ну и, соответственно, главная книга всех тех, кто изучает Арбат. Часть первая, художественная книга. Анатолий Рыбаков, «Дети Арбата» ждут своих читателей в чемодане в Москве XVIII века. Но в Сивцев-Вражек смотрится еще один совершенно чудесный особняк, особняк Слонова. Из-за того, что он находится у подножия высотки Министерства иностранных дел, никто на него особенного внимания не обращает. Кстати, работники Министерства иностранных дел, а это здание сейчас принадлежит МИДу, называют этот дом Кошкин дом. Очень интересно про Ивана Андреевича Слонова, чтобы не запутаться, я открыла документы, про него кое-что известно. Он купец второй гильдии, владелец магазина церковной утвари, уроженец Коломны, выходец из коломенского мещанства. Он обыкновенного происхождения, он служит в обувной лавке приказчиком и так далее, и так далее. И, видимо, его судьба и предпринимательский талант приводят к тому, что он покупает участок земли и строит здесь этот дом. Есть описание: у дома 2 этажа, подвальный этаж, там 3 комнаты для прислуги и нежилая часть. И первый этаж – это квартира домовладельца. Внимание, что строит себе здесь Иван Слонов? Он строит дом в 10 комнат. Но и семья
у купца достаточно большая, 5 детей, и еще в подвальном с той стороны этаже мы находим описание дворницкой, прачечной и так далее, и так далее. Этот дом был перестроен в значительной степени, но его соседство с Министерством иностранных дел и что в него упирается переулок Сивцев-Пражек, мне кажется, делает его достойным нашего сегодняшнего внимания. И вот он, узкий переулок, который ныне односторонний, переулок Сивцев-Вражек. Совершенно сказочное название, правда? Кажется, что такое название мы можем прочитать только в книжке Ершова. И действительно, вот этот Сивцев-Вражек, Сивка-Бурка – это одна и та же этимология этого слова. Дело в том, что прямо вдоль переулка, и переулок следует вдоль течения речки Сивки. Я уверена, что вы знаете, что огромное количество рек в Москве желанием Екатерины II были спрятаны под землю и, в общем-то, никуда не делись. И в этих трубах, в коллекторах продолжают неспешно течь у нас под ногами. И Сивцев-Пражек – это не что иное, как речка Сивка. У нее серые непрозрачные воды, видимо, глинистые берега, и текла она во Вражке. Вот и все объяснение названия этого сказочного Старомосковского переулка. Я не знаю, гуляя по Москве, обращаете ли вы внимание вот на такие таблички «Узнай Москву». И, кстати, проверим, работает он или нет, этот QR-код. Сейчас я попробую открыть. Подходим и переходим на МОСРУ. И смотрите, разрешаем. И вот, пожалуйста, доходный дом Ольги Сергеевны Петровской. Вот его местоположение, да, интересный маршрут. Ну и сейчас где-то здесь вот будет информация о здании. Ну, поскольку я с этим домом хорошо знакома, вот, то я вам могу про него и так рассказать. А хорошо я с ним знакома не потому, что им завершается переулок Сивцев-Пражек, и на самом деле здесь не так много таких огромных доходных домов. В данном случае Дмитрия Михайловича Челищева мы с вами можем сравнить, например, с Иваном Кондратенко, который тоже строит здесь несколько громадных домов, но и потому, что я к Дмитрию Михайловичу Челищеву испытываю особенную нежность, потому что он архитектор дома, в котором я живу. Этот дом он строит для Ольги Сергеевны Петровской. И, что интересно, дом строится до революции, и после революции Дмитрий Михайлович этот дом перестраивает, он надстраивает 2 этажа и получает квартиру в этом доме. В этом доме живет и умирает. Мы видим с вами такой достаточно обширный полуподвальный этаж и 2 подъезда. То есть действительно доходный дом, который приносил значительный доход, и 2 подъезда совершенно разных. Вот в этом подъезде был ремонт, я бы сказала, времен первоначального накопления капитала. То есть там такое все дорого-богато. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот здесь, кстати, в арочку виден Арбат. Виден Арбат, если пройти насквозь, здесь прям сплошные заборы. Это 3-этажный дом, сейчас он 4-этажный, в котором жил поэт Андрей Белый. Это дом, с которого начинается Арбат. Видите, как они тесно с друг другом связаны. Даже можно насквозь спокойно посмотреть. Я всегда, когда вожу здесь экскурсию, а у меня проходят здесь аж 2 экскурсии в разные стороны, я обращаю внимание на эту мемориальную табличку. Говорю, вот она, Ольга Сергеевна Петровская, доходный дом, 12-30 годы, архитектор Дмитрий Михайлович Челищев. Ну и
Здесь в 20-е годы бывал поэт Сергей Есенин. Меня очень ранит и удивляет эта фраза, потому что он не просто бывает в этом доме, а вместе с первой любовью, с Анной Изрядновой, он живет в этом доме. Нужно зайти в арочку, и даже небольшой музей этому посвящен. И вот этот подъезд, мы с Марусей имеем возможность в этот подъезд зайти. Нам кажется не совсем правильным вторгаться в приватность жителей этого дома, поэтому поверьте нам на слово. За этой, в общем-то, неказистой дверью, хотя там арка, да, мы с вами видим колонны, козырек, конечно, новодельный, без всякого сомнения, скрывается очень красивый подъезд. Дому повезло, квартиру покупает человек со средствами и со вкусом, и, наверное, уже лет 15, а может быть даже 20 прошло, он дает значительную сумму на реставрацию подъезда этого дома. И в этом смысле дому невероятно повезло. Он сейчас находится в том самом виде, в каком задумал его Дмитрий Михайлович Челищев. Вот только поменяли, буквально, не знаю, может, пару месяцев назад, поменяли окна. Здесь сохранилась коммунальная квартира, деревянные окна и подлинная деревянная дверь внутри подъезда. Ну а напротив дом не менее интересный, а может быть даже... Хотя как можно сравнить прекрасные доходные дома, тогда придется обидеть кого-то из архитекторов. Но дом не менее чудесный, примерно того же времени, архитектора Алтаржевского. И здесь мы с вами видим стиль неогрек. Смотри, Марусь, наверху какой фриз, да, такие сухарики. Этот элемент практически уже часть крыши. Мы с тобой видим эркеры. Невероятной совершенно красоты деревянное окно. Мы можем заглянуть внутрь, там такое полупрозрачное стекло, мы увидим продолжение колонны этого стиля неогрек. Там находится какая-то контора. Я не очень понимаю, что это такое, но дом строится как жилой классический московский доходный дом. И здесь есть мемориальная табличка. Вообще я вам от всей души рекомендую рассматривать советские мемориальные таблички. Очень редко им изменяет вкус, и они сами по себе произведения искусства. Здесь мы с вами видим палитру, две кисти и портрет Михаила Васильевича Нестерова. И дело в том, что действительно в 2020 году и до 1942 года, представляете, какой колоссальный отрезок жизни, Михаил Васильевич Нестеров живет здесь, в Сивцевом Вражке, в доме Шаблыкиной у своей дочери Ольги. У Михаила Васильевича в жизни была трагедия, умирает его красавица жена, и вот из таких близких ему людей остается дочь Ольга. Он возвращается после революции и находит свой дом. Он жил на Новинском бульваре, у него была замечательная квартира, и в этом же доме у него была мастерская неподалеку. Где-то в его дневниках я читала, что от дома Ольги до собственного дома 12 минут ходьбы неспешным шагом, но Михаила Васильевича выселяют из этого дома, и он, оставшись без жилья, временно решает поселиться здесь у дочери Ольги. Видите, как удивительным образом складывается. 20 лет, собственно, здесь и проводит. Если нам, скажем, нестеровский пейзаж, любой человек, кто выходил из дома в городе Москве и доходил до Третьяковской галереи, понимает, что такое нестеровский пейзаж, правда? Но и нестеровская девушка, вот образ поэтической девушки с картин Нестерова, это почти как тургеневская девушка, да, то есть это образ нам, наверное, очень-очень хорошо понятный. Между тем, видите, вторая половина жизни сложная, и Михаил Васильевич переживает арест зятя, дочь его отправляется в лагерь, откуда, собственно, и возвращается, ну, практически лишившись своего здоровья. Ну, а жизнь великого русского художника, написавшего видение отрока Варфоломея и множество удивительных совершенно крестьянских работ, тоже заканчивается здесь, в Сивцевом Вражке.
Мы заглянули, но совсем плохо видно сквозь стекло. Мы не можем показать подъезд, через который ходил Михаил Васильевич Нестеров, но все-таки мне очень хочется немножко из его дневников вам прочитать. Квартира и все, что было в ней, он имеет в виду квартиру на Новинском бульваре, погибло. Погибло и все остальное, что было заработано упорным трудом за 30 с лишним лет. Такова воля Божья, пишет Нестеров в письме к знакомому. Вот самое страшное, что погибло около 400 работ художника. Можете себе представить, сколько работ художника мы знаем, но 400 погибло, рисунки, эскизы, погибла библиотека, исчез сейф с памятными вещами. Закрываю немножко микрофон. И еще, чтобы уже завершить историю Михаила Васильевича Нестерова в Сивцевом Рашке, хочу прочитать его письмо. Сейчас мое положение, писал он в одном из писем к друзьям, как и у всех художников, критическое. Картины никому не нужны. Современный богатый человек предпочитает хорошо покушать и поиграть. Супруги этих господ наряжаются как никогда, веселятся, до художества летут. Я живу в квартире старшей дочери, работаю много, все впрок. Кому-нибудь в отдаленном будущем, может быть, пригодится, пишет он из этого дома. А мы с вами видим еще одну старинную московскую усадьбу, усадьбу почетных граждан Москвы Лопатиных. Она на самом деле уже довольно давно закрыта вот такой вполне себе нарядной занавеской. Появляется информация о том, что здесь будет жилой дом. Ну уж что-нибудь бы уже сделали, потому что лет, наверное, 20 стоит заброшенная эта часть, и подлинного, да, от старинной московской усадьбы это чугунная ограда. Не знаю, что там с ее основанием, но чугунная ограда и вот этот столбик, который, видите, какой очень сложной формы, у него такие скошенные углы. Здесь, конечно, какая-то была деталь, может быть, здесь висел фонарь или что-то еще такое находилось. Ну, вот это, пожалуй, все, что осталось от самой усадьбы. Еще раз повторю, она с левой стороны. Здесь был большой сад, он соединялся с соседним садом. Я думаю, что вы знаете, что карты сейчас все оцифрованы. Если мы с вами не можем видеть документы об истории домов, то карты огромные, где диапазон на Retro Maps можно найти и погулять по Москве, хотя бы посмотреть размеры этих участков. И вот здесь у Лопатиных фруктовый сад, гости, жители переулков Арбата обожали ходить друг к другу в гости. Здесь была своя особенная мода. Вместо беседок, да, классических беседок, которые есть на каждой даче, ставили такие павильоны, чайные домики. Их было здесь огромное количество. Ни одного не сохранилось, но счастливый билет вытащил вот этот домик, который за моей спиной. Он теперь признан памятником архитектуры. Архитектор Буров его выстраивает в 1911 году. Казалось, ничего уже не поможет этой малой архитектурной форме. Если бы не вот этот холодильник чудовищный, то вообще все было бы замечательно. Но он участвует в конкурсе за рубль на 49 лет. И сначала здесь открывается цветочный магазин, а сейчас кафе восточной израильской кухни, которое называется Абу-Гош. Поскольку зима, мы с Марусей замерзли, предлагаем все вместе в это кафе Абу-Гош зайти и немножко погреться и выпить марокканский чай с мятой. Давай, Марусь, попробуем, чтобы нам доснять. Попробуем сюда зайти. Мы вышли из кафе Абу-Гош, где с Марусей немножко согрелись, и прямо напротив находится здание небезынтересное, надстроенное в советское время 2 этажами. В 1937 году оно надстраивается.
Это Арбатская гимназия Шамониной. Вообще довольно много здесь было разных гимназий и на Арбате, и в Кривоарбатском переулке, который тоже здесь неподалеку. Но мне хочется, чтобы мы пошли таким небольшим двором, где соединялись вот те самые фруктовые сады, которые так любили арбатские жители. И когда мы читаем описание Москвы и 16, 17, 18 и 19 века, мы непременно находим описание вот тех самых садов, которые в нашем городе были. И уезжая в далекие и недалекие Кузьминки, арбатцы, мне кажется, сейчас такая весна, сейчас здесь почки. Говорят, что кое-где в Москве даже можно видеть подснежники в феврале, что, конечно, совершенно необычно. Так вот, уезжая отсюда из переулков Арбата в разное время, непременно где-то у себя в Кузьминках сажают фруктовое дерево, вишню или сливу, в память не столько об усадебном житье-бытие, сколько о том, как много вишен, слив было в центре Москвы, в том числе в переулках Арбата. Вот здесь мы прошли таким двориком не случайно. Раньше здесь был такой любимый мой замечательный проход. Можно было пройти вот этой калиточкой. Видите, тут двойная такая теперь стоит преграда. И выйти во двор доходного дома. Именно этот доходный дом, но корпус 2 описывает Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата». И вот эта череда проходных арбатских дворов, ну, к сожалению, нам сейчас недоступна. Зато с этой стороны мы видим достаточно большой двор. Там играют дети, потому что там детский сад. И практически смотрящийся в переулок Сивцев-Ражек, с этой стороны мы видим здание женского Анастасинского училища для девочек, которое было построено в 1908 году. А прямо по соседству с ним мы сейчас видим четырехэтажный значительный дом, а между тем, смотри, как отсюда виден купол Цыковской поликлиники. Мы сейчас до нее тоже, я надеюсь, дошагаем. И вот на этом месте стоял один из самых примечательных домов. Я, кстати, забыла показать в самом начале, что у нас с вами есть замечательный путеводитель по переулку, написанный Иреной Желваковой, удивительным москвоведом и директором музея Герцена, до которого мы сейчас дойдем. И вот она написала «Прогулки по Сивцеву-Вражку и воображаемые путешествия в прошлое старого московского переулка». Это 3-е издание 2007 года. И если что, эту книжечку можно купить в музее Герцена неподалеку. Книга рассчитанная на широкий круг читателей, но, с другой стороны, здесь, к сожалению, она построена не как путеводитель, и автор, как человек, глубоко знающий Москву, перескакивает, да, от дома к дому, но мы-то подготовленные с вами прогульщики, поэтому, конечно, эта книга абсолютно бесценный дар, наполненный архивными материалами. И вот про этот домик, к которому мы сейчас потихонечку выйдем, в этом путеводителе тоже довольно много. Домик, к которому мы сейчас идем, справедливости ради, новый. Он был снесен, этот двухэтажный дом, в 1995 году. И очень интересно, как прежде чем дом расселяли, забирали предметы, кому нужны были тогда в середине 90-х эти высоченные буфеты, которые совершенно не помещались в типовые постройки. Но одного из наших с Марусей знакомых стоит до сих пор огромный, совершенно, по-моему, он 8 метров в длину, обеденный стол из этого дома. И обладатель этого стола рассказывал нам, как они здесь мальчишками, выполняя задание родителей спасти этот старорежимный обеденный стол, ехали по переулку Сивцев-Ражек на этом столе, потому что к нему были по дореволюционной традиции приделаны небольшие колесики. Когда вы пойдете по Сивцеву-Вражку и пройдете здание гимназии, где, кстати, сейчас располагается какой-то очень солидный институт, занимающийся исследованиями вирусов. Он, кстати, носил имя Тарасевича, интереснейший совершенно персонаж, но невозможно вспомнить всех. Загляните за забор, там удивительным образом оказался нетронутый перестройкой
и застройкой. Такой старинный московский особняк. Его можно видеть. Вот совершенно непонятно, какая у него судьба. Я пыталась ее прояснить, но не пропустите его, потому что, разглядывая его подробности, как раз можно представить себе, как выглядел переулок после наполеоновского пожара. И вот мы подойдем сейчас к дому Горкави. Именно сюда лирический герой Бориса Пастернака, Юрий Живаго, войдет после смерти матери. И дом, можно я буду говорить этот дом, хотя мы понимаем, что это уже новый дом. Разве могли новые собственники оставить его в 2 этажа? Да, используется любая возможность извлечь материальную выгоду из этих арбатских особнячков. Я без всякого осуждения, просто время такое. И у Бориса Пастернака мы как раз читаем... Ой, извините, пожалуйста. Вот у меня слабые нервы, видишь, как я испугалась. Читаем про этот дом, мне очень захотелось до него дотронуться. Дом был двухэтажный, верх со спальнями, классный, кабинетом Александра Александровича, библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнаты Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна. Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты. О жизни этого дома, кстати, в него сейчас можно зайти, там устроено кафе, можно выпить чай, вспоминая и Громеко, и Горкави, и семейство Угримовых, и книгу Угримова «Из Москвы в Москву через Париж и Воркуту», человека, уплывшего на философском пароходе, но оставшего совершенно пронзительные воспоминания, я их от всей души вам рекомендую, и там как раз будут подробности жизни, дореволюционной жизни этого дома. И если вы найдете воспоминания Надежды Угримовой, они тоже невероятно интересны любителям бытовых подробностей. Здесь, в Сивцевом вражке, наверное, очень уместно вспомнить еще одного писателя, Михаила Осаргина, с его романом «Сивцев вражек», где тоже очень много бытовых деталей, где живет птичий профессор со своей дочерью. И очень интересно, что Михаил Осаргин никогда не жил здесь, в переулке. Он выбрал его как описание, да, такой вот типической дореволюционной жизни московской интеллигентной семьи. Если вдруг вы не читали эту книжку Михаила Осаргина, написанную уже в изгнании, я вам от всей души рекомендую, хотя в плавный ритм его прозы нужно постепенно войти. Не бросайте читать, если после 5 страниц вам покажется эта книга слишком тягучей. Она замечательный памятник повседневности. Мы продолжаем идти с вами по Сивцеву вражку, но все-таки взглянуть на Анастасинское училище для девочек, которое не утратило гений места, и поныне там детский сад, куда ходят проводить свои дошкольные дни дети Арбата, находится самый наверху, но нужно так вот остановиться и поднять голову, находится самый необычный рельеф из тех, которые мы можем с вами встретить в Москве, поскольку это Анастасинское училище для девочек, где они обучались в том числе и рукоделию, и прочему ремеслу, которым пристало владеть девушкам до революции. Там можно увидеть швейную машинку, и мне кажется, это не безинтересная деталь, потому что очень редко мы позволяем себе остановиться и смотреть, как писал Бальмонт, на первое
низкое небо, не Земли, а Москвы. Оно тоже у Москвы есть. Вот здесь на углу, где стоит эта Цыковская башня, стоял деревянный дом, и фотографию как раз мы вам прикладываем, чтобы вы могли побродить и по переулку века XIX. Но подержать в руках предметы, относящиеся к концу XIX века или началу советской эпохи, можно, зайдя в антикварный магазин. Вот здесь уже 3 года, здесь нагромождение разновременных и разной художественной исторической ценности предметов, но этот дом часть усадьбы XIX века, ее довольно сложно рассмотреть с переулка, но она хорошо видна, если обойти дом с обратной стороны. Но вот ходят слухи, что этот дом куплен в частные руки, и он не памятник архитектуры, и, скорее всего, судьба у него будет невеселая. Вот здесь достаточно приветливый владелец. Я предлагаю на 1 минуту зайти, тем более дверь здесь сейчас немножко открыта. И здравствуйте. Если вы охотник за сокровищами, то вам точно нужно зайти в эту лавку старьевщика, причем это не фигура речи, именно так называется этот магазин. Его можно найти на Авито, и я, например, в прошлый раз купила здесь совершенно замечательные чайные ложечки, такие абрамцевские, их здесь уже нет. Смотрите, какая ложечка за 300 рублей, забыла я, Маруся знает для чего. Смотрите, какая вполне себе она тяжелая. Может быть, это какая-то Индия, 300 рублей, такая вот ложки нет, но для, например, салата. Абсолютно грандиозные. Кстати, их очень хорошо покупают. Ложки, можно здесь покопаться. Я, поскольку люблю разные, посмотрите, какая благородная. И стоит она, например, всего 150 рублей, точно так же, как и ножи. Обожаю. Ой, смотри, вот новые принесли ложечки кофейные. Их, например, в прошлый раз мы заходили, их не было. В общем, очень рекомендую, если вдруг вам нужно пополнить запас ложек, подержать их в руках, то это можно здесь сделать. Совершенно замечательные лампы прямо при входе, такой очень подходящий по стилю, к Сивцеву вражку ампир, такие распростершие свои крылья, очень тоже выразительные грифоны. Лампа чудесная. Мне очень нравится еще вот эта фруктовница. Она, конечно, позднесоветская, без лишних каких-то украшений. Представляете, разложить туда виноград и фрукты, по-моему, совершенно замечательно. Есть коллекция подстаканников разных. Я знаю, что очень многие подстаканники собирают, поэтому здесь вот их целый ящичек. Есть немножко мебели, полочек, есть люстры, есть подобие абрамцевской аптечки, есть, собственно, сама аптечка. Есть немножко мебели. Вот такая мебель совершенно спокойно могла стоять в доме у Громека Гаркави. Это такой секретер, явно 19 века, середина 19 века. Все ящички открываются. Есть немножко литья разного. Когда смотришь, сразу хочется найти подпись Лансере, но помните, в советское время это был такой самый традиционный подарок, который стоял на столах, почему-то хочется сказать, у военачальников, но у людей разных профессий, живущих в переулке Сивцев-Вражек. Есть и самовары, есть разные чудесные чашки, есть вот такие вот благородные, всего за 500 рублей. Смотри, какие старенькие граненые стаканы. Здесь, кстати, очень симпатичная разная бижутерия. Вот к ней я на самом деле достаточно регулярно к ней присматриваюсь. Видите, крошечные есть такие рамочки, куда можно вставить либо детский локон, либо какую-то маленькую фотографию. Но и за витриной, конечно, вещи более ценные. Например, мне кажется, это кто-то принес целую коллекцию молочников. Они металлические, хотя здесь есть и серебряные, и посеребренные вещи. Замечательная совершенно
эмаль. Я так понимаю, что это для салфеток и для соли. Вот это, конечно, очень красивая, такая, как мне кажется, почти музейная вещь. И много серебряных ложечек и с монограммами, и без. В общем, чудесный антикварный магазин, где, если не торопиться, не бежать по своим делам, как это мы обычно делаем, можно найти что-то такое, что непременно украсит быт любого человека, который любит старые вещи. Ну вот, видите, здесь большая коллекция предметов, который точно совершенно был в каждом доме. Это щипцы для сахарной головы. Да, они здесь вот в такой толкушке, кстати, тоже очень благородный, как мне кажется, может, это Индия, никогда не знаешь, тоже здесь стоят. Вот такой наполненный бытом 19 и 20 века чудный магазин, антикварный магазин здесь, в Сивцевом Вражке, мы вам рекомендуем. Прямо напротив, через переулок, стоял маленький деревянный дом, где жил и умер в 1914 году Александр Александрович Пушкин. И довольно много воспоминаний, в том числе Марины Ивановны Цветаевой, как к ним в гости приходит такой благообразный человек. Отец ей говорит: Марина, посмотри на этого человека. Ты знаешь Александра Сергеевича Пушкина, а это его сын. Ты будешь теперь своим детям говорить, что ты видела сына Пушкина. И вот Александр Александрович тоже живет здесь практически в переулке Сивцев-Вражек. И многие москвоведы настаивают, что Мария Александровна Гартунг, старшая дочь Александра Сергеевича, жила тоже здесь же, в доме номер 16. Оба эти дома, к большому сожалению, не сохранились, но потом это опровергли, и считается, что там жила ее однофамилица, и было ателье модного женского платья, и одна из владелец как раз была под фамилией Гартунг. Самый неказистый дом в переулке, и который дольше всего ждет реставрации. Соседние особняки уже привели в порядок, а этот домик, видите, законсервирован. Остался лишь пилон у дореволюционных ворот. Сами ворота не сохранились, хотя они были очень нарядные, и часть ограды с обратной стороны, она тоже сейчас в строительной занавеске, но обратите на нее внимание, она необыкновенно хороша. И вот в этом неказистом доме живет Лев Николаевич Толстой. Он совсем юн, ему 23 года, и этот период его жизни в Москве достаточно подробно описан. Он особенно ничем не занимается, он фланирует, он проводит время в праздности, хотя про Льва Николаевича Толстого, да, последнее, что можно подумать, что даже в ранней юности он проводит время в праздности. Но именно здесь, в этом доме, он снимает квартиру. Тоже позволю себе цитату из Ирены Желваковой. По сведениям краеведов, это и была та снятая квартира вскоре после очередного приезда Толстого в Москву. 5 декабря 1850 года он останавливается в гостинице «Шевалье», это Камергерский переулок, а затем уже перебирается в Сивцев-Вражек и живет здесь до апреля следующего года. Обстановка располагает к серьезным занятиям. Пора задуматься о будущем, о смысле существования, пора привести в надлежащий порядок весьма нестроенное душевное хозяйство. Он ведь в сущности в то время недоросль из дворян. Вот как раз то, что я вам говорила. Пустяшный малый, по отзыву его старшего брата Сергея, это тоже про Льва Николаевича, то есть юность и становление великого русского писателя, описавшего потом эти переулки, в том числе в романе «Война и мир», происходит в этом небольшом домике. Да, кстати, я забыла сказать, что здесь было какое-то металлическое производство в советское время, и очень многие помнят, что тротуар здесь был в какой-то такой
такой мелкой металлической стружки. Вот, к сожалению, нигде, кроме Урены Желваковой, лишь она вскользь упоминает об этом предприятии, больше нигде мне подробностей найти не удалось. Но мы сейчас перейдем через дорогу, и в здании доходного дома, который с двух сторон так подпираем новыми постройками, находится аптека, относящаяся к поликлинике 4-го главного управления. Но если в поликлинику зайти нельзя, то в аптеку зайти можно. И там есть такая подробность старорежимной аптечной жизни, которую мне почему-то очень хочется вам показать. Если пойти наверх, то как раз вы попадете в поликлинику. Вам туда не надо. С левой стороны будет бюро пропусков и оптика. А вот, собственно, сама аптека. Заявку на изготовление лекарственных форм. Вот. И здесь уже при входе продукция поликлиники номер 1. Мы про нее тоже сейчас поговорим. Здесь разные кремы. Видите, всякая антивозрастная и прочая серия. Я иногда, когда мне чего-то в жизни не хватает, я прихожу сюда и покупаю крем, который делается, еще раз повторю, прямо здесь, должен храниться в холодильнике. Мне кажется, это неплохой подарок. Во-первых, у них есть вот такие пакетики, большие и маленькие. Искусство врачевать – это девиз поликлиники номер 1. И можно, например, впереди 8 марта, еще миллион разных праздников, вот такие вот питательные антивозрастные серии всякие прикупить. И есть разные масла, но есть и медикаменты, есть разные жаропонижающие. Ну вот такая вот собственное производство, это витринные образцы, собственное производство у аптеки. Мне кажется, очень хороший подарок, но могу ошибаться. По левую руку мы видим несколько особняков, которые были отреставрированы на наших глазах. Вот это достаточно вольно, мне кажется, без особого соблюдения исторических подробностей. Обратите внимание, практически как ведущие в главный штаб, ну не арка, но огромные совершенно ворота. Они современные, они новодельные. Ну, наверное, мы к ним тоже обязательно со временем привыкнем. Вот это соседнее здание Сивцев-Вражек 30 отреставрировано лучше, и прямо за ним сейчас откроется один из моих любимых домов переулков Арбат. Он, к сожалению, не работает как музей, но посмотри, Марусь, отсюда будет очень хороший такой вот ракурс на него. Он как будто бы специально отступает от красной линии улицы. Мы сейчас про него поговорим. А пока мы с тобой проходим мемориальную табличку дома Цыковского. И на этом доме огромное количество профилей военачальников, генералов, так или иначе служивших Родине в послевоенное время. Ну и, конечно, для нас самое интересное – это табличка Михаилу Александровичу Шолохову. Очень многие удивляются, почему на Гоголевском бульваре, ну, он практически нос его лодки смотрит на нас, да, почему на Гоголевском бульваре памятник Шолохову, куда он на своей плоскодонке, оставив за спиной Тихий Дон и красные и белые, которые плывут одни направо, другие налево, куда, почему здесь? Вот ответ на вопрос. В этом, в общем-то, современном доме Михаил Александрович живет. Ну, а вот все-таки, мне кажется, здесь самый хороший ракурс на знаменитый Аксаковский дом. Дом красавицы, и, конечно, ой, извините, не будем же мы мусорить здесь, простите. Спрятала мою закладочку. И лучше, чем у Ирены Желваковой, конечно, про этот дом не скажешь. Одно из украшений Сивцева-Вражка – особняк с полуколоннами и мезонином. Стройный, гордый и спокойный. Представляешь, Марусь, про дом как про живого человека. Стоит в глубине участка, отступив от улицы, словно бы не желая быть причастным ко всей этой ежедневной суетности, ко всей этой архитектурной тарабарщине, продолжающей сводить с лица земли
его уцелевших собратьев. За ним история, за ним воспоминания, наконец, в нем красота ампирного созидания, поднявшего из руин послепожарную Москву. Чудесно совершенно сказано. На самом деле родословная особняка начинается в XVIII веке, и в его основании палаты XVIII века. И если я ничего не путаю, в 1984 году этот дом, этот особняк становится частью литературного музея и открывается как музей. Потом в 2004 году закрывается на реконструкцию, потом пожар, он остается частью литературного музея, но, к большому сожалению, экспозиция так и не была открытой. Лучше всего про этот Аксаковский дом сказал Николай Васильевич Гоголь. Он написал в письме Аксакову, написал: «Обнимаю вас и весь ваш дом». Вот с этой стороны крыльцо. В общем, чудесный дом на таком белокаменном фундаменте. Спели мы ему дифирамб. Так уж исторически сложилось, что прямо через дорогу, почти напротив друг друга, два особняка, два соседа, два знакомца, два современника, два дворянских гнезда, словно бы представляющие два очага общественной мысли – западнической и славянофильской, дом Тучковский и дом Аксаковский, хоть и живут здесь Герцен и Аксаков в разное время. Да, вот это понятие Тучковский и Аксаковский дом в некотором смысле действительно олицетворение водораздела между двумя течениями в обществе. Это чудесный дом, который теперь мы связываем с именем Герцена. Естественно, не только памятник рассказу о жизни этого удивительного человека, но и память типической послепожарной застройки Москвы XIX века. Про этот дом очень много написано, но мы опять обращаемся к Ирине Желваковой. «Жительство имею при Чистинской части в доме Яковлева». Или в письме Герцен Марии Рейхель пишет: «Когда же мы с вами на старости лет сядем у печки в старой конюшиной». Вот мы с Марусей тоже мечтаем, печки у нас нет, но когда-то на старости лет. История, если смотреть в архивах, история этого места рассказывает о питейном заведении в 1806 году. Множество разных перестроек, но мы с вами обращаемся к послепожарному времени. Первым, еще в самом начале 1820-х годов, когда и Арбатская, и Причистинская части только поднимались из руин, обстраиваясь веселыми особнячками с мезонинами, колоннами и антресолями, обосновался в собственном доме Лев Алексеевич Яковлев, сенатор. Вслед за братом в конюшенную перебрался и Иван Алексеевич. Вместе с ним приехали воспитанник его Александр Герцен. Именно так, как воспитанник был записан незаконно рожденный сын, и вюртембургская подданная Луиза Гаак. Про этот дом, точнее даже про саму эту часть, которую вслед за Гагаринским переулком и Власевскими переулками принято называть Старой конюшенной слободой, описывает Кропоткин. В те дни, пишет Кропоткин, восстанавливая атмосферу конюшенной 1850-х годов, идеи не были еще в ходу. Еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между отцами и детьми, борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или же ночным посещением жандармов. Ну вот за такой вот борьбой отцов и детей, и заодно за тем, чтобы рассмотреть портреты, которые во множестве развешаны по стенам старинного Тучковского дома, мы сейчас постучимся в эту дверь. Единственное, перед заходом на фасаде
обратите внимание на совсем уже исчезнувший даже с фасадов старинных особняков значок, который нам рассказывает о том, что этот дом был застрахован. Раньше такие значки еще лет 20 назад были везде, потом они стали предметом коллекционирования и мало где сохранились. Видите, какой вход в музее кипит жизнь, огромное количество лекций, концертов. Еще раз вам напоминаю, что этот замечательный путеводитель по Сивцеву Вражку можно в музее купить. Ну и я иногда, знаете, просто даже проходя мимо, когда у меня нет настроения, захожу сюда и, побродив по этой анфиладе, как-то возвращаюсь сама к себе. Давайте тоже попробуем сейчас зайти. Смотри, Марусь, смотри, какая ручка благородная, да? Это совершенно живой дом, и ощущение, что вы приходите сюда и встретите домашних. Дом, старый тучковский дом, имеющий интереснейшую совершенно историю, но я, как человек, имеющий самое общее представление о славянофилах и так далее, я покажу вам просто некоторые предметы, которые относятся к семье Герценах. Помните, дома 2, и здесь, в этом старом доме, когда Герцен находится в ссылке, отец его приобретает, топит его 2 зимы в ожидании, что сына отпустит, он вернется, но Герцен все не приезжает, и, вернувшись, он не хочет жить рядом с отцом. Отношения у них сложные, и про отца много пишут. Вообще лучше всего читать Герцена «Былое думы», хотя многие родственники описывают его человеком наиприятнейшим, но в любом случае, попытавшись найти какую-то квартиру, Герцены поселяются в этом доме. И жизнь семьи здесь очень здорово чувствуется. Сохранились печи. Видите, вот эти огромные совершенно печные изразцы, сохранилась обстановка, но очень важно отметить, что она сохранилась по подобию, потому что здесь чего только не было в 20 веке, но мебель, например, ломберный столик или стулья 19 века, книжные шкафы, здесь даже графин, точнее не графин, а бутылка с бокалами для вина, интереснейшая, еще раз повторю, экспозиция, рассказывающая историю не только западников и славянофилов, но и дружбы, например, Герцена с Витбергом, когда они встречаются в ссылке. Здесь есть разные виды Москвы до пожарной, портреты, история Москвы XIX века, люди 40-х годов. Все это невероятно интересно здесь рассказывается. Вообще экскурсии именно здесь проходят, да, когда у тебя ощущение, что тебе действительно рассказывают про близких родственников. Когда придете, обращайте внимание на люстры, они совершенно удивительные в каждой комнате. И подлинные предметы герценовские, да, это 2 вот этих канделябра. Все остальное, еще раз повторю, и мебель, и часы, и все так этому дому подходит. Это вещи уже по подобию. Здесь 2 анфилады, да, вот с этой стороны, и жилые комнаты можно обойти вокруг, посмотреть портреты родственников, настольные лампы, свечи, ножницы специально для снятия нагара, для свечей. Вход в дом был с этой стороны. Вот они, двери, сейчас многие из них открыты, и вход был с этой стороны, и дальняя комната, она, собственно, была прихожая, отсюда в дом попадали. И мы на 1 секунду пройдем с этой стороны, чтобы показать вам интересные вещи. Здесь такая конторка, письменный стол, здесь разные подлинные документы.
Это действительно интереснейшее меню парадного обеда, данного в честь Грановского. И почитать, что подавали к столу, невероятно интересно. И здесь, видите, такая большая гостиная, тоже с секретером. Все, кто приходит сюда, особенно детки, интересуются, что это за пожилая старушка в чепце. Такой необычный портрет как раз хозяина этого дома, отца Александра Ивановича Герцена. Ну и еще одна тоже парадная комната с замечательной мебелью. Вот это моя любимая настольная лампа. Видите, для чего здесь такой как будто бы веер, такая штучка. Это если вдруг дует ветер, можно поворачивать в зависимости от того, откуда этот ветер или сквозняк дует. И вот они, те самые щипцы для снятия нагара. Но у этого дома есть еще одна моя любимая подробность. Здесь есть возможность выйти в сад, и мы сейчас попросим, и любезно нам эту дверку в сад, я надеюсь, откроют. Чудесный музей, обязательно приходите, здесь бывают разные сборные экскурсии. Но я хочу вам заметить, что мы с вами идем, мы прошли только половину переулка Сивцефражик. Вот оно, здание Министерства иностранных дел, которое только начнет появляться из-за поворота, потому что вначале мы с вами упомянули о том, что здесь течет речка Сивка, течет у нас под ногами, и переулок плавно следует за ее течением. Теперь, наверное, стоит обратить внимание на здание поликлиники, той самой номер 1, пилюли из которой мы с вами сейчас практически приобрели в соседней аптеке. И для строительства, то есть в жертву этой поликлиники, были принесены 2 старинные московские усадьбы. В этой книжке вы, кстати, найдете о них упоминания и указания. В 1937 году после сноса начинается строительство, но оно было прервано Великой Отечественной войной и было завершено в 50-е годы. Здание не безинтересное. Это действительно такой классический памятник именно эпохи сталинского ампира. Для того, чтобы построить поликлинику, например, заказываются дубовые панели и двери в Риге. То есть с точки зрения архитектуры и истории строительства здание поликлиники, мне кажется, очень интересным. Те, кто следит за моими социальными сетями, я время от времени показываю интерьеры. И сейчас я уже без Маруси зайду на 2 минуты и чуть-чуть вам поснимаю, чтобы вы посмотрели, как поликлиника выглядит изнутри. Впереди у нас Марина Ивановна Цветаева, но у нас есть Маруся Прикрепет, у нас есть рассказ о Марине Цветаевой, Арбатский маршрут. Впереди дом Бориса Леонидовича Пастернака, впереди дом Ираклия Андронникова, впереди много-много всего интересного. И я думаю, что мы ближе к весне снимем прогулку по Сивцеву Вражку. Он, безусловно, без всякого сомнения, этого заслуживает. А закончить мне хотелось бы цитатой из тоже местного жителя, из князя Кропоткина. Его дом неподалеку отсюда, в Кропоткинском переулке. И он, конечно, удивительно
удивительно тонко, как человек, много чувствующий, много знающий, описал атмосферу Москвы XIX века и, собственно, то, о чем мы сегодня с вами говорили, что хотелось бы сделать с темой сегодняшней прогулки. Москва – город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Из всех московских частей, быть может, ни одна так нетипична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшиеся за Кремлем между Арбатом и Причистенкой, и известные под названием Старой Конюшенной. Около 50 лет назад, это со времени жизни Кропоткина, тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-помалу, уступив место именам новых людей, разночинцев, призванных на службу основателям Русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при Петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо сюда, в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные имения. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с той тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы. Мне кажется, никто лучше Кропоткина не поймал, не уловил суть вот того неспешного хода времени, который мы очень надеемся, вы сегодня, благодаря этой прогулке, прочувствовали, следуя за нами по старинному московскому переулку Сивцев-Ражек.